Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты! Всем привет, с вами Серега, с вами Индомиту. Ура, ура, ура! У нас вышло обновление игры, последний патч 1.18. Вот, ну и что мы имеем? Мы имеем новую ветку итальянских ПТ-САУ. Вот, и сегодня у нас обзор как раз касается новой ветки, новой ПТшки 5-го левела, с которой, собственно, эта ветка начинается. Давайте ее включим. Вот. Я уже, кстати, выкачал десятку за чертежи. Вот, соответственно, девятку наполовину и начинаю эту ветку всю прокачивать. Вот, и обзор у нас сегодня пятерочки Семавента М41. Вот, я вам сейчас, конечно, показал бы коллижн модель бронирования, но не покажу, потому что на сайте танки GG еще не выставили модельный ряд с коллижн моделью данной ветки, поэтому мы ее посмотрим здесь, да и вы в анонсе все видели. Брони-то у нас нету, это такая некая кустовая ПТ, да. Ну давайте все и по порядку. Вот, раз нет коллижн модели, давайте смотреть основные модули. Вот, я уже ее нарядил на топовую пушку, вот, за свободный опыт. Естественно, нас интересует топовая пушка, опять же, почему? То есть у нее альфа, у всех этих пушек, она одинаковая. Но вот бронепробитие с каждым шагом увеличивается. Поэтому, конечно, интересно это. 3 секунды она заряжается. Вот 0.37 на стоке. Точность очень хорошая. Да? Время сведения 1.7. Невероятно быстрое. Вот, по рации тут все тоже понятно. 415 метров, здесь 310. Однозначно качаем. Топовый двигатель. Ну а как без него? Причем прибавляет 100 лошадей. То есть на этой вы будете как на козе ездить, а это на, я не знаю, на скакуне арабском. Поэтому обязательно качайте топовый двигатель. Ну и, конечно, скорость поворота в градусах на топовой ходовой в 42, конечно же, лучше, чем 38 на стоковый. Вот. Это касаемо модулей данной ПТ-САУ. Теперь, что касаемо оборудования. Два варианта сборки. Все-таки это кустовая ПТ, ее можно собирать, ставить досыл. Можно ставить стереотрубы и можно ставить маск-сеть. Но я понимаю, что сейчас в боях все будут кататься, там будет куча этих ПТ-САУ, и придется на ПТ-САУ отыгрывать роль обычного, среднего, либо тяжелого, там как хотите это называйте, то есть часто идти вперед, потому что сейчас только ПТшки эти итальянские будут играться, там в каждом бою будет по 10 ПТ-САУ, все остальное будут другие виды, классы танков, вот, а все будут ПТшки. Поэтому я ее вообще снарядил на точность, на ДПМ, то есть поставил досыл, поставил улучшенный прицел и поставил вентилятор. И все это мне дало, вот сразу посмотрим, да, у меня теперь... Так, сейчас. У меня теперь время сведения 1.57, полторы секунды, представляете? 0.32, а не 0.37 точность, и заряжается орудие 2.37. Вот такая сборочка дает нам вот такие варианты. Да, я, конечно, себе еще позволил вместо огнетушителя в снаряжении поставить до паёк. Он мне тоже накинул плюсов, да, к тактико-технической характеристике. Ну что делать? Вот. По снаряжению, кстати, ремка, аптечка, ну, огнетушитель желательно автоматический. По снарядом, значит, смотрите, у нас снаряды не прям как супер быстро летят, скорость полета основного ББХи, ну ничего себе, пробитие, ну как для 5-го левела вполне себе вменяемый 127, а вот на голде, а здесь кумулятивная голда, 757 скорость, это меньше, чем на ББХе, но как для кумулятивных снарядов на младших левелах, это неплохая скорость полета на самом деле. Вот, это касаемо снарядов. По экипажу, я, кстати, экипаж собрал из новобранцев, у которых было по 3 перка, и 4-й я еще за инструкции, там, за эти книжки что-то изучил, и скоро у меня начнет уже на 5-м левеле, только начал катать, уже 5-й перк скоро откроется, я надеюсь, так что 5-перковый экипаж будет нормально. 3 члена экипажа. Вот, у нас нету радиста, у нас нету наводчика. Вот, радист у нас исполняет роль заряжающей, а наводчик, кстати, командир. Поэтому книжечки вам пригодятся.
Тут нужно много перков качать, чтобы реально эта ПТшка раскрылась. И вообще вся эта ветка ПТ-САУ раскрылась в полной красе. Вот. У меня сразу было боевое братство изучено, но если вы будете с нуля качать, то командиру лампу первым перком, всем остальным ремонт. Вторым перком боевого братства дальше качаете, как показано в табличке. Вот, по УВН у нас, значит, смотрите, минус 8, и это нормально. Это нормально, это не жир в минус 10, либо минус 12, но минус 8 вполне себе позволяет комфортно играть где-нибудь из-за укрытий. Вот. По ХП у нас 460, это тоже неплохо, как для ПТ-САУ 5 уровня. Едет она не медленно, не быстро, средней нормальности. То есть без всяких турбин, без всего 35 вперед, 15 назад, почти 18 лошадей на тонну. Если вы просто привыкли там на 8-10 левелов, просто как на Ламборджини ездить, да, то на 5 левелах даже средние танки ездят достаточно медленно. Ну, понятно, что не все, есть там и ЛТшки, но все равно скорость у большинства танков, у средних, я говорю, тяжет, уж вообще молчу, некоторые еле ползают на 5 уровнях. Нормально она, как для 5 левела едет. Незаметность просто шедевр. У меня при всем моем уважении не вкачан перк незаметности командира, а только вкачан у 2 членов экипажа. У меня сейчас 50% неподвижной машины и 32% в движении. Да, я поставил инструкцию на незаметность, но она добавляет всего лишь 5% или даже 4%. То есть изначально на машине без оборудования, без вот этой инструкции перк незаметности, да, не везде вкачан перк незаметности, там очень приличная незаметность, потому что вот конкретно эта ПТ-САУ, она очень низкая, она маленькая и очень такая аккуратная, низкая. Вот, по обзору у нас 405 метров. И как для ПТ-САУ, конечно, хотелось бы больше, но извините, у нас я в этой сборке не ставил роги, они же стереотруби. Так, давайте по плюсам и минусам машины. Невероятно хорошее орудие нормального УВН, хорошая точность, хорошее сведение, сумасшедшее КД, то есть ну, просто сумасшедшее КД. Что тут даже говорить-то? На 5 левеле ДПМ в минуту 2800. Ни хера себе. Не каждый танк на 8, 9 и даже на некоторых десятках похвастается таким ДПМом. Так что это пулемет-уничтожитель. Однозначный плюс. По броне, но здесь минус. Это все-таки не штурмовая, кустовая, и прям лететь вперед не получится. По скорости и плюс и минус непонятно. По незаметности жирный плюс, супер незаметность. По обзору нормальный обзор, играбельный. Я уже руки трясутся, предлагаю отправляться в бой. Давайте посмотрим, на что способна данная ПТ-САУ. Погнали. Так. Так. Ну что, на ту сторону поедем? Так, у нас обзор боем ПТ-САУ, новая ветка итальянская, которая сегодня только вышла. 5 левел, проходная прокачиваемая ветка Симовента М41. ПТшка первая в этой новой ветке. Сейчас мы потестим. У нас топовые уже модули стоят, естественно. Сейчас мы все это попробуем. Собрали оборудование на ДПМ. Просто у нас лютый ДПМ на ней. Быстро заряжается пушка, сводится идеально, точная. В атаку сколько народа пошло. Да. Придурок.
Все, все их наступление закончилось, не успев начаться, да. 8-4 счет. Мы 733 на ДПМили просто на одном дыхании. Так, ну нужно выяснить, есть ли на той стороне вообще еще кто-либо. По-моему, нет. Наверное. Да, нет. Оп. Ну-ка, это же наш подсвет. Ну-ка, мочите парня. Вот. Нет, не наш. Ну ладно. Так, стюжик. Стюжик. Так. Терпи, друг. Я дождусь, пока ты умрешь. Вот так это было. БК. $800 урона у нас, да. Ну-ка, дай по тебе пострелять-то. Все. Ну что, 882. И где ЛТшка? ЛТшка где-то внизу у нас спряталась за камушками. Короче, суммы косарь успели дать в бою против шестых левелов. Оп, не дадим проехать. Оп, стопе. Так, свечусь. Вот, и мы живое убили. 3 фрага. Отлично! 1100 урона. Могли, конечно, и больше, но как успели. Ну, что хочу сказать про данную ПТ САУ. Прикольно. На 6-м левеле прикольно. Можно играть, учитывая ДПМ, учитывая точность и все. Огонь. Вот. Так. Опыт ей, конечно, прибавим. Значит, ребята, я так понимаю, все начали уже качать эту ветку. Пишите свои комментарии, как вы считаете, правильно ли оборудка я собрал. Понятно, что это все-таки больше кустовая ПТ САУ, но на ДПМ ее прям собрать, и учитывая опять, что сейчас все на этих ПТшках будут катать, лучше вам к врагу лицом выходить с максимальным ДПМом, чтобы перестреливать врагов. Поэтому рекомендую вот такую сборку. Досал, вентиль и прицел для точности. Еще вот инструкция на незаметность дает невероятные вот такие вот результаты хорошие, да. Без маск сети, без малошумки у нас 50% незаметность неподвижной машины. Так, ребята, лайкосы, мы аппарату ставим твердую 4. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. До скорых встреч в новых обзорах на моем канале. Всем пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.